В небо поднимались клубы дыма слегка розоватого оттенка. Оставалось всего 5 минут до отправления поезда с вокзала Кингс-Кросс, направляющегося в лучшую школу магии и волшебства Хогвартс, когда в конце перрона, пройдя через кирпичную стену, разделяющую платформы 9 и 10, слегка постукивая колесами старого чемодана и неся в руках большую клетку с черной, как ночь, совой, появилась Ариана и Винки. Они очень торопились, чтобы успеть на единственный экспресс, следующий до станции Холсмит, по дороге чуть было не потеряв чемодан со всеми вещами, который раз за разом пытался перевернуться, то ли из-за неровности на платформе, то ли из-за доживающей последние дни шасси от бабушкиного чемодана. Как только Ариана запрыгнула в вагон, запирая свой тяжелый чемодан наверх и попрощалась с Винки, двери вагона закрылись, и поезд начал постепенно набирать скорость. «До встречи в Хогвартсе!» — провожая взглядом, сказала оставшийся на перроне эльф, но Ариана этого уже не услышала. Пройдя мимо пары забитых купе, в поисках свободного места, Ариана наткнулась на профессора с пустой кружкой в руках, на которого она наткнулась в косом переулке. Тот, выходя за чаем, увидел ее и, забыв, зачем изначально выходил, перегородил проход юной Реддл. «И снова мы встретились, миссис убегающая лань», посмеявшись. «Поверьте, я не настолько рада в нашей встрече, как вы. И все же я хочу пригласить вас присоединиться к нашей компании, ведь все остальные места в поезде уже заняты». Ариана, закатив глаза. «Ладно, только я хочу сидеть у окна, и надеюсь, у вас не сильно шумная компания», Морган, улыбаясь, кивнул. Остановившись у входа в купе, она увидела двух милых девушек и одного парня в мантии Гриффиндора, который, заметив ее, очень сильно смутился и, повернув голову на 45 градусов, почесал затылок. У Арианы мимолетно промелькнула мысль о парне из зоомагазина, но она ее быстро выкинула из головы. Не может же быть таких совпадений. А делать поспешные выводы лишь только потому, что он гриффиндорец, было бы максимально неразумно. Зайдя внутрь, Ариана остановилась посередине, таща за собой свой чемодан, повесив клетку с совой у входа на специально предназначенный для этого крючок. Парень, сидевший в этот момент, резко встал, чтобы ей помочь, и они столкнулись лбами. Ариана: «Ай!» Парень из Гриффиндора, потирая лоб: «Извините, я лишь хотел вам помочь с вашим багажом». «И поэтому вы решили расшибить мне лоб?» Парень из Гриффиндора: «Вовсе нет, это вышло случайно. Я возьму ваш чемодан». Ариана, молча, не проронив ни фразы, протянула ему ручку от чемодана, который гриффиндорец очень легко, без особых усилий, закинул на багажную полку. Почти всю дорогу Ариана старалась не обращать внимания на разговоры попутчиков и делала вид, что усердно читает новый ежедневный пророк, успев незаметно стащить его на перроне у местного продавца, пока тот замер в удивлении от встречи с главной звездой текущего выпуска. Так как после недавних событий в Министерстве магии с признанием Арианы подлинной наследницы Реддлов не было ни одного проходимца, который бы не мусолил эту тему, поэтому на обложке всех волшебных изданий красовалось фото дочери Темного Лорда. Морган обратился к Ариане, внимательно рассмотрел первую страницу желтой прессы. На ней была изображена Ариана, раз за разом засвечена вспышками объективу с максимально хайповыми заголовками. Волдеморт вернулся в новом обличии. «Давай я тебе со всеми познакомлю. Это Эдриан Шейд, староста факультета Гриффиндор, один из самых успешных учеников Хогвартса. Плюс он еще является капитаном команды Северные Волки, которая, между прочим, играет в высшей лиге Лондона по квиддичу. Опять все школьные награды заберешь в этом году», улыбаясь. Эдриан, немного засмущавшись, когда профессор стал его нахваливать, и, побоявшись словить на себе взгляд Арианы, невольно отвел голову в сторону и начал с большим интересом рассматривать пролетающие виды за окном. Не увидев заинтересованности в лице Реддл, он продолжил. «Морган, староста факультета Пуффендуй и очень успешный музыкант. Если захочешь научиться играть на каком-то инструменте, это к ней». «Нет уж, спасибо. Ограничусь игрой на нервах». «Селина Шедоуинг, староста факультета Слизерин. Вам лучше подружиться с ней. Думаю, вы много будете времени проводить вместе. Победительница прошлогоднего турнира 3 волшебников. Гордость школы». «А что, он еще проводится? Я думала, после того случая его запретили». Его видоизменили и добавили дополнительные условия для безопасности участвующих. Тем более после смерти, поняв, что не стоило об этом говорить, решил поменять тему. «Почему вы, госпожа Реддл, решили пойти учиться? Явно же не из-за тяги к знаниям. Думаю, что Хогвартс мне поможет понять историю моей семьи и найти новых друзей, хотя я на это очень мало надеюсь». В свое время Хогвартс для многих волшебников стал домом и направил их умения и талант в нужное русло. В Хогвартсе действительно так много загадок и тайн? Не переживайте, их настолько много, что хватит еще вашим внукам, улыбаясь. Надеюсь, к тому моменту уже придумают легальный способ не работать и при этом не оставаться на улице. Несомненно, чего только стоят последние разработки Корнелиуса Милана. Читали его статью в ежедневном пророке?
Я презираю это издание, они постоянно пишут обо мне и моей семье гнилые статейки. А если и беру в руки газетенку, то только чтобы лишний раз убедиться, что редакторы «Пророка» пойдут на все ради пары сотен читателей. Но ваши родители и правда не славились хорошими подвигами. Давайте закончим этот бессмысленный разговор, иначе мы не сможем с вами подружиться. Извините, не хотел вас обидеть. После чего Ариана до самого прибытия сидела не проронив ни слова. Взамен старосты рассказывали Моргану о своих планах на этот учебный год, оживляя беседу свежим сливочным маслопивом и заедая все время пытающимся скользнуть шоколадными лягушками.